Сегодня я хочу ответить на вопрос, почему нужно есть по 3-4 яйца каждый день. У меня нет какой-то особой чувствительности или одержимости яйцами, но это действительно нечто удивительное. Тем не менее, я каждый день вижу и читаю, что многие люди все еще боятся яиц из-за старых историй о холестерине в крови. Хотя все это лишь недоразумение и ложная реклама, которая была и остается. Яйца не вызывают проблем с холестерином. Никогда. Если вы все еще сомневаетесь, я размещу под этим видео ссылки на настоящие исследования, чтобы вы могли изучить их позже. Также в этом видео вы узнаете, почему яичный белок в сотни раз лучше тех вредных протеиновых порошков. Да, вредных. Вы узнаете, как использовать яйца для повышения интеллекта и улучшения зрения, с чем их есть, чтобы они приобрели лечебные свойства и много другой уникальной информации, которую я представлю вам в этом самом видео. Но прежде, если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. Нажмите на колокольчик рядом и выберите «Все», чтобы не пропустить эту настоящую медицинскую информацию о здоровье. Почему яйца так особенны и отличаются от других источников белка, таких как мясо и рыба? Потому что когда вы едите мясо, вы потребляете мышечную ткань этого животного. Ту самую часть, которая отвечает за движение и сокращение. Но когда вы едите яйцо, вы едите то, что содержит в себе все необходимые материалы для формирования новой жизни. Именно поэтому, с точки зрения биологической ценности, яичный белок находится на высшем уровне и усваивается тканями вашего тела лучше любого другого белка. В отличие от тех обработанных протеиновых порошков, которые полны вредных добавок и вообще непонятно из чего их делают, откуда берут, а потом в спортзалах скармливают нашей молодежи. Вредно? Да, еще как вредно. Гораздо больше, чем вы думаете. Ссылку на научные исследования я оставлю под этим видео. А теперь хотите знать, почему вам не говорят, что вместо того, чтобы платить кучу денег за протеиновый порошок, можно просто есть это обычное яйцо, которое усваивается вашим организмом в 1000 раз лучше, и с его помощью можно построить лучшие мышцы, сухожилия, связки и суставы, а также восстанавливаться лучше и быстрее? Почему не говорят? Потому что они не могут продать вам яйца. Я вижу, как эти ребята в спортзале постоянно возятся с этими порошками, насыпают в шейкер, взбалтывают, а потом пьют. Думают, что от этого у них сейчас мышцы вырастут? Нет, организм превращает избыточный белок в глюкозу, а вы продолжайте есть белок. Ешьте и ешьте белок. В итоге это ударит по вашей печени, а не по бицепсам. А вот с яичным белком вы можете производить гораздо больше энергии, в то время как даже из мяса только 10-20% идет на энергию, остальное уходит на строительство тела. Но яйца, поскольку в них есть жирный и питательный желток, могут дать около 60% энергии. И это подчеркивает для нас важность жиров. Когда вы видите, что вам советуют покупать мясо без жировой ткани, с медицинской точки зрения это исходит от неграмотности того человека. И именно поэтому я говорю, тот, кто не врач, не изучал медицину, не проходил аттестацию, не был под давлением, чтобы пополнить свои знания, не должен давать вам медицинские советы по питанию. А если дает, с ним нужно разбираться. Потому что это касается жизни и здоровья вас и вашей семьи. Это не шутки. И здесь тоже употребление нежирного мяса создает проблему нехватки энергии и повышает риск заболеваний. Потому что организм не может выжить только на белке. Но наоборот, даже если вам придется есть только яйца, вы сможете прожить годы относительно здоровой жизнью. В отличие от низкожировых диет, где вы едите только белки и углеводы. В яйцах есть все незаменимые аминокислоты, включая лейцин, который отлично подходит для наращивания мышц, холин для предотвращения ожирения печени, помощи в переваривании жиров и восстановления ДНК,
Да, восстановление ДНК. Вот почему я говорю, что яйца недооценивают. Существует процесс, который мы называем метилированием. Он используется для восстановления ДНК, детоксикации организма и создания нейротрансмиттеров. Но, к сожалению, у многих людей генетически этот процесс ослаблен. И если эти люди обеспечат свой организм натуральным холином B9 и B12, эта слабость уйдет, и процесс будет проходить хорошо. А теперь угадайте, что содержит все эти три элемента в их наилучшей форме – яйца. Многие спрашивают: доктор, что давать ребенку, чтобы он стал умнее, чтобы его мозг лучше работал? Я отвечаю: дайте ему яйцо, ведь в яйцах есть фосфолипиды, которые улучшают когнитивные функции, концентрацию, память и обучаемость вас и ваших детей. Или спрашивают: доктор, что делать, чтобы мой ребенок не носил очки, или чтобы это случилось как можно позже? И снова я говорю: яйца. Почему? Потому что яйца полны лютеина и зеаксантина. Это мощные антиоксиданты, которые накапливаются прямо в сетчатке вашего глаза и действуют как естественный защитник от ультрафиолета и синего света. Того самого света, с помощью которого вы сейчас меня смотрите. Синего света от экрана. Именно этот свет может повредить части вашего глаза. И ваши глаза, и глаза вашего ребенка. Особенно если вы постоянно даете ему в руки телефон. Или спрашивают: доктор, мои родители пожилые, им вредно есть яйца? Нет, дорогой мой. Наоборот, они помогают контролировать кровяное давление. Если оно высокое, они его снижают, потому что в них есть соединение, которое действует подобно ингибитору АПФ. К тому же в них есть витамин К2, который направляет кальций в кости и зубы, уводя его от мягких тканей, суставов и артерий. Я часто вижу, как многие дамы тратят миллионы на свою кожу и покупают витамин А, но они не знают, что им не продают витамин А. Им подсовывают либо синтетический вид, либо предшественник витамина А, в то время как яйца дают вам активный витамин А, то есть первоклассный ретинол, который удивительно полезен не только для кожи, но и для пазух, легких, пищеварительной и иммунной систем. Но здесь есть одна проблема, и это вид яйца. К сожалению, у большинства кур, которых используют для кладки яиц, то есть те рыночные яйца, что вы покупаете в магазине, эти несчастные куры очень страдают. Вы же знаете, если человек очень страдает, если он живет в боли, стрессе, тревоге, под давлением и в страхе, он разрушается изнутри. Он заболевает, он испытывает ужасную боль. У матерей, которые живут под гнетом страха, боли, стресса и несчастий, даже новорожденный ребенок может родиться с кучей проблем и болезней. С этими курами то же самое. Эти бедняги всю свою жизнь живут в клетке 20 на 20 сантиметров. 24 часа в сутки они в стрессе, у них зашкаливает кортизол, они никогда не видят открытого пространства сада или огорода. Они не видят солнечного света. Как вы ожидаете, что они будут производить здоровые для вас яйца, если их собственное состояние настолько плохое? Я категорически не рекомендую эти яйца. Вы покупаете эти яйца, и они ловят больше кур. Вместо этого, если у вас есть место, если у вас есть огород, заведите и держите кур сами. Даже если у вас его нет, многие люди имеют сады, приусадебные участки и продают излишки яиц. Им нужны деньги. Есть много. Найдите один и свяжитесь с ним. Вы поймете, что эти яйца лучше, взглянув на цвет желтка. К сожалению, это также делается искусственно в случае с яйцами, производимыми промышленным способом. Либо их корм был изменен, чтобы сделать его вкуснее, либо цвет желтка, чтобы он выглядел более привлекательным. Их всех кормят зерном и кукурузой, в то время как куры в процессе эволюции научились питаться насекомыми и натуральными белками. Кормление зерном и кукурузой только увеличивает содержание омега-6 жирных кислот в яйце, что вызывает воспаление как у бедной курицы, так и у вас, кто собирается съесть эти яйца или даже мясо. С чем следует есть яйца, чтобы они оказывали лечебный эффект? То есть оно становится настолько мощным, что может перевернуть ваше физическое и психическое состояние с ног на голову. Первое.
Яйца с помидорами. Помидоры богаты ликопином, одним из самых мощных антиоксидантов, полезных для сердца, предстательной железы, глаз и мозга. Второе. Ешьте яйца с салатом и овощами. Это увеличивает усвоение фитонутриентов до 10 раз. Причина в том, что яичные желтки содержат жир, а многие питательные вещества в овощах являются жирорастворимыми. Вы ведь не знали, правда? Третье. Обжарьте яйца с большим количеством лука. Это помогает детоксикации организма. Для улучшения усвоения каротиноидов можно добавить немного черного перца и щепотку морской соли или даже гималайской соли. Но самое главное, не пережаривайте яйцо и не готовьте его на сильном огне. Лучший способ сохранить его питательные вещества – это готовить его на медленном огне, то есть желток должен быть не твердым, а мягким. Не используйте для жарки растительное масло – кукурузное, подсолнечное, рапсовое, хлопковое и так далее. Вместо них используйте оливковое масло extra virgin или сливочное масло, или масло авокадо, или даже кокосовое масло. Только следите за температурой. Теперь, если у вас есть эти признаки в ногах, есть вероятность образования тромба. Наверняка вы задались вопросом, какие же признаки? Чтобы получить ответ, обязательно посмотрите видео выше, а про видео ниже и говорить не нужно, сколько в нем полезной информации. Посмотрите сами. Я вас очень люблю. Вы для меня очень ценны. Я не прощаюсь с вами, потому что знаю, что мы снова увидимся в одном из этих двух видео.